Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Наблюдаю странные сентенции. Стало меньше длинных текстов. Все мысли короткие, как резюме. Везде, у всех, кроме телемарафона без начала и конца. Да и на что реагировать? Вот, к примеру, что в Херсоне? А кто знает, что в Херсоне? Кроме единого марафона, просмотр которого доводит энергосистему до блэкаута, никаких других источников информации нет. Большинство блогеров либо забанены, либо в ЗСУ. Эти процессы поставлены на поток, обратили внимание, нет? Телеканалы отключены, на их частотах просто транслируется одна фамилия на все лады. Зеленский, но всегда с одним ракурсом. Красавец! YouTube тоже режет правду, бо она может вызвать резонанс у рекламодателей, а ему, YouTube, рекламодатели важнее свободного и демократического инфополя. Инфополе не кормит, а рекламодатели очень даже. Так откуда обычному человеку черпать информацию и реагировать на нее? Вот виртуально взяли за жабры Кирилла Евгеньевича Шевченко, бывшего теперь начальника Нацбанка Украины, который был назначен силами зеленых попугаев, курируемых нашим небритым Баневтиком, который давно превратился из президента в блогера, ибо половина интернета указывает его ежедневные видеогундосики как источник информации. Народ, услышав про Кирилла Евгеньевича, безмолвно возопил. А где об этом информация у наивеличнейшего в ролике? А нету ее. Нету. Откуда ж ей взяться, если эти двое самые обычные подельники? Как может тот, кто назначил злодея на большую должность, начать его в своих видосах поливать? Правильно, никак не может. Вот и нет информации. И даже, смотрю, начали сообщения об этом прикром инциденте выпиливать потихоньку из интернетиков этих ваших, а то вдруг они тень через плетень кинут на наивеличнейшего ругателя наты. Дальше глянем. Оказывается, Мотор Сич с удовольствием поставляли россиянцам свои двигатели уже после 2014 года и даже после вторжения. И даже помогали разрабатывать обходные каналы сбыта, и теперь их распрекрасная К-52 и прочие ми-штики нашим хлопцам приходится приземлять и удивляться. Как? Каким образом двигатели Мотор Сич попали на эти геликоптеры? Ну кто же нам об этом печальном для нас факте расскажет в телемарафоне? Арахнахамия? Наивеличнейшему? Точно не до этого. Он еще не всех министров НАТО обругал за бездействие. Что по Харькову? А что по Харькову? Что вы хотите знать? Как люди мерзнут? Как власть имущие примазываются к волонтерским проектам, настаивая прямо и косвенно об упоминании их фамилий во всех возможных сообщениях? А зачем вам это? Давайте мы вам лучше расскажем о том, как Путин наглеет, и как Шойгу министрам звонит по всему свету. Вас это отвлечет, а нам даст возможность еще раз ругнуть Красный Крест и выделить еще 10 миллионов на дороги в Запорожье. Про Киев я молчу, тут просто стройка века началась. Никак руки не дойдут про это рассказать на канале. Так и живем, хунтуберы. Мы собираем донаты, ищем теплаки, покупаем, развозим, делаем отчетики и радуемся каждому чистому и сухому носку у воина. А они взятки по 22 миллиона евро предлагают друг другу. Не ощущаете разницы? Не на часе? Ну ладно, шо уж тут поделать. Вот порадуйтесь, цена на газ в Европе упала, зима ж впереди, а тут такое счастье. Не у нас в Украине, конечно, но Украина ж це Європа, верно? Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.